Приветствую вас, друзья! Вы на канале Записки пользователя или вы гениальны? Меня зовут Пульхерия. Сегодня мы с вами приготовим торт, который еще раньше не готовили. И он принципиально отличается от того, что мы раньше делали. Хочется побаловать себя и своих близких каким-то оригинальным тортом. Мы приготовим черничную шарлоту. Что собой представляет этот знаменитый торт? В основе этого торта будет бисквит Грюйер, более нам известен как пальчиковый бисквит. На его основе делают печенье савоярди, десерт тирамису, пирожное буше, а внутри торта будет черничный чизкейк. Итак, мои дорогие, приступаем. И вначале мы с вами сделаем бисквит. И для этого нам понадобится 90 граммов муки, 90 граммов сахара, включая ванилин или ванильный сахар, щепотка соли, щепотка лимонной кислоты, 3 яйца, которые я уже предварительно разделила на белки и желтки. Я использую яйца первой категории. Приступаем. Мы с вами будем для бисквита отдельно взбивать белки и желтки. Этот бисквит похож на классический, но отличается более повышенным содержанием сахара и муки. Поэтому получается более твердый, и это нужно для наших целей. Теперь в желтки мы добавляем меньшую половину сахара. То есть делаем сахар на 2 неравные половины. У кого 2 миксера, может работать одновременно с желтками и белками. Если у вас один миксер, то сначала вы взбиваете белки до мягких пиков, а потом уже занимаетесь желтками. Желтки мы с сахаром взбиваем до полного побеления и растворения сахара. Белки мы с вами будем взбивать со щепоткой соли до появления пены. Добавляем белки, соль, а потом по ложке будем добавлять сахар. Итак, приступаем. Взбив белки вот до такой пены, мы по одной ложке начинаем добавлять сахар. Итак, постепенно добавляем с промежутком некоторым по времени, секунд 10-15, добавляем по ложке сахара. Продолжаем дальше взбивать. После того, как мы ввели последнюю порцию сахара, через 1 минуту мы добавляем лимонную кислоту для стабилизации. И продолжаем дальше взбивать. Белки мы взбили до мягких пиков. Это когда у вас на венчике загибается пена клювом. А из чаши, если вы переворачиваете чашу, то белки никуда не выпадают. Но на венчике и внутри чаши они загибаются. Желтки у нас уже побелели, сахар полностью растворился. Вот так они выглядят. Теперь в желтки добавляем по ложке, по лопатке белки и вмешиваем осторожными складывающими движениями снизу вверх. И так вмешиваем все белки. Действуем аккуратно, но быстро. Вмешав белки, желтки, теперь частями просеиваем муку. Теперь прокручивая чашу осторожными складывающими движениями, стараясь не осадить, вмешиваем муку. И так вмешиваем всю муку. Теперь вам, друзья мои, нужен плотный кондитерский мешок достаточно большого размера и круглая насадка с отверстием 12 мм. Или же можно срезать мешок кондитерский. Перекладываем в кондитерский мешок тесто. Теперь, друзья мои, возьмите лист пергаментной бумаги и положите его на противень. Я положила на стол, мне так удобнее, вы должны это делать на противне. Нарисуйте круг диаметром 16 см. Это дно нашего торта, основание. И теперь по спирали отсаживаем тесто. Теперь отсаживаем бортик общей длиной 58 см и 7 см высотой. Начертите линии такой длины и отсаживаем теперь печенье. Теперь посыпаем все сахарной пудрой для образования хрустящей корочки через ситечко. Посыпать мы будем 2 раза с промежутком по времени.
Все ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Среднее время выпекания 8 минут. Прошло 8 минут. Наши бисквиты выпеклись. Сейчас мы его вынимаем из противня. Теперь, друзья, накрываем печенье, бисквит пергаментной бумагой. Сверху накрываем дощечкой и переворачиваем. И теперь потихоньку снимаем пергаментную бумагу. А теперь нам нужна форма или кольцо кулинарное диаметром 18 сантиметров. Теперь берем бисквит И ставим бисквит вдоль бортика по периметру кольца. Берем вторую часть бисквита, примерим, лишнее отрежем. И устанавливаем его, плотно прижимая к бортику. Вот так мы установили бисквит, обрезали. Нижний корж также накрываем сверху бумагой и переворачиваем. И теперь снимаем бумагу. И переворачиваем. И теперь мы устанавливаем дно. Если оно у вас больше по диаметру, обрежьте его. Друзья, теперь бисквит мы отставляем, накрываем пленкой и убираем в холодильник. И займемся чизкейком. И нам для этого понадобится 300 граммов черники. Кроме этого, для черники нам понадобится 70 граммов сахара и щепотка лимонной кислоты. Или же 2 чайные ложки лимонного сока. В дальнейшем нам понадобится сливочный сыр 250 граммов, 120 граммов сметаны, 250 миллилитров жирных сливок от 33% жирности, сахарной пудры 50 граммов, агар-агара 10 граммов, агар-агар из супермаркета без добавок, молоко 160 миллилитров. И 1 столовая ложка сахара. И также нам понадобится 30 миллилитров сгущенного молока с сахаром. Итак, чернику перекладываем в кастрюлю и ставим ее на плиту. Добавляем сразу же сахар. После закипания, друзья, варим примерно 10 минут. И сразу же, как закипит, добавляем либо лимонный сок, либо небольшую щепотку лимонной кислоты. Закипело, добавляем лимонный сок или лимонную кислоту. Теперь, друзья, ягода у нас уже проварилась, и мы ее протираем. А 60 грамм ягод надо вынуть из жидкости и оставить. Они нам пригодятся позже. И у нас должно получиться 150-160 граммов черничного пюре и 60 граммов выжимок. Теперь это отставляем и занимаемся кремовой основой. А сейчас, друзья, мы добавляем в чашу миксера сыр, сметану, сахарную пудру и сгущенное молоко. И мы все должны примешать миксером до однородности. Сыр у нас комнатной температуры. Такой же температуры у нас сметана и сгущенное молоко. Перемешали все равномерно до однородности. Цели взбить у нас нет. И теперь мы занимаемся сливки. А вот сливки у нас должны быть охлажденные с холодильника. Мы их взбиваем до мягких пиков. Друзья, вот до такого состояния мы должны взбивать сливки. Теперь, друзья мои, в трубу выливаем молоко и добавляем туда агар и столовую ложку сахара. Ставим на плиту, непрерывно мешаем и кипятим 1 минуту. Все, агар у нас готов, он в рабочем состоянии, снимаем его. Теперь сыр добавляем черничное пюре, которое уже комнатной температуры. И добавляем остывшую до 50 градусов агар с молоком. И все промешиваем миксером. Хорошенько мы перемешали миксером. И теперь добавляем по ложке сливки. И вмешиваем их осторожными складывающими движениями. Итак, добавляем все сливки. Теперь мы должны отвесить в отдельную тару посуду 210 граммов нашего суфле, чизкейка. 210 граммов мы отставляем в сторону. В остальную часть мы добавляем наши выжимки и перемешиваем все лопаткой.
Теперь, друзья, мы должны сделать пропитку для бисквита. Для этого в 30 мл воды разведите 15 грамм сахара. В оригинальном рецепте добавляется 1/4 чайной ложки черничного ликера. У кого нет, то можно заменить это ванилином. Пропитываем наш бисквит, дно и бока. Теперь чизкейк мы выливаем на наш бисквит. Друзья, сверху чизкейк разравниваем лопаткой, и мы с вами откладывали 210 граммов чизкейка без ягод. Его можно переложить в кондитерский мешок и отсадить сверху, или же это сделать с помощью лопатки. Вот так все разравниваем ровно и отправляем в холодильник. Все, друзья, встретимся позже. Друзья, прошел час, и торт у меня стабилизировался. Теперь можно снимать кондитерское кольцо. Вот так он выглядит уже без кольца. И украшать его. Прекрасно, если у вас есть свежие ягоды черники, то можно украсить черникой и листиками мяты. У меня нет ягод, поэтому я украшу его белково-заварным кремом и покажу уже вам конечный результат. Друзья, торт черничная Шарлотт готов. Его традиционно украшает ленточкой. Она также несет функциональную роль, связывает пальчиковый бисквит, но в нашем случае бисквит прекрасно держится и без этой ленточки. Торт имеет превосходный вкус и чудесный аромат. В нем все идеально сбалансировано по вкусу. Воздушный бисквит с сахарной хрустящей корочкой идеально сочетается с мягким, нежным, ароматным черничным чизкейком. Я вам советую приготовить этот прекрасный, оригинальный, эффектный торт. И я думаю, что он у вас получится еще лучше, чем у меня. Ведь вы, мои дорогие, гениальны. Приятного аппетита, друзья! Готовьте с удовольствием. А в конце видео я покажу разрез нашего торта. Вот такой прекрасный, идеальный, превосходный разрез у черничной Шарлотты. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видеорецептов. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты этого видео и делитесь им с друзьями в социальных сетях. С вами была Пульхерия. До новых встреч, друзья. Пока-пока.